Всем привет, меня зовут Лена, и в этом видео мы продолжаем создавать планировщик бюджета в Notion. Это третье и заключительное видео, где нам осталось создать таблицу для учета расходов по категориям, кнопку для шаблона этой таблицы, статистику по категориям за год и напоминалку. В конце кратко расскажу, как пользоваться шаблоном, если вы решили его скачать. Ссылки на первое и второе видео вы найдете в описании, ну а мы переходим к следующему шагу. Переходим к созданию базы данных, которая будет вести учет расходов по категориям за месяц. Также мы сможем задавать план по тратам и с помощью формулы увидеть, выполнен план или нет. Итак, создаем базу данных в табличном представлении. Даем два одинаковых названия «Январь». Второе скрываем, колонку «Текст» удаляем. Текстовую колонку называем «Категории». И в каждой ячейке пишем свои ключевые слова по расходам. Если открыть страницу записанной категории, то можно дополнить ее смайликом. Готово. Помимо основных категорий у меня есть категория «Неучтенная». Она нужна на тот случай, если у нас не совпадает реальная сумма с остатком по планировщику. Например, подводя итог месяца, я вижу по таблице, что есть остаток в виде n суммы, а в реальном кошельке 0. То есть мы что-то забыли или поленились записать, и теперь нам нужно этот остаток внести в расход как неучтенное. Теперь создадим связь с таблицей расхода. Создаем новую колонку со свойством Relation, связываемся с расходом, перетягиваем ползунок, нажимаем «Добавить связь». Идем в таблицу расхода и в появившейся колонке связи для каждой записанной траты задаем категорию. Обратите внимание, что именно поэтому мы не делали в этой таблице селект-колонку, как в учете дохода. Здесь у нас за теги будет отвечать колонка связи. Готово. Возвращаемся в таблицу январь, связь скрываем и создаем Rollup-колонку. Называем ее «Потрачено» и идем ниже по списку. Relation – расход, Property – сумма, Calculate – sum. И внизу таблицы также устанавливаем sum. На данном этапе мы вытянули все данные по расходу из учета и распределили его по категориям. Важно, чтобы каждой трате была дана своя категория, чтобы статистика была верна в обеих таблицах. Далее создаем колонку со свойством Number, называем ее в планах, и в Number формат задаем свою валюту. Теперь заполняем колонку суммами, больше которых вы не хотите потратить в этом месяце. Внизу таблицы снова ставим Sum. И последним шагом мы создадим формулу, которая будет ставить смайлик в виде зеленой галочки в случае, если мы не превысили план, и крестик, соответственно, если лимит превышен. Создаем новую колонку со свойством формула, называем итог. Нажимаем на пустую ячейку и пишем формулу, которая будет читаться следующим образом. Если значение в колонке потрачено меньше или равно значению в колонке в планах, тогда устанавливаем смайлик с зеленой галочкой. В ином случае, если значение в колонке потрачено больше, чем значение в колонке в планах, тогда устанавливаем крестик. В ином случае, если ни одно из условий не срабатывает, тогда ячейка остается пустой. И формула сразу начинает работать. Можно поиграть с цифрами в колонке в планах и увидеть, как автоматически меняются смайлы, в зависимости от выполнения или невыполнения плана. Таблица готова, но сейчас она отвечает только за один месяц. То есть для учета расходов за следующий нам понадобятся такие же таблицы. И желательно, чтобы мы их не создавали каждый раз заново. Чтобы автоматизировать этот процесс, мы воспользуемся функцией Template Button, то есть кнопка с шаблоном. Для начала идем в свежесозданную таблицу. Рядом с названием кликаем на 6 точек, нажимаем Duplicate. Появилась дублированная таблица. Теперь идем в учет расходов и удаляем дубликат связи. Возвращаемся обратно, даем таблице имя, название месяца. Делаем активным скрытое название и переименовываем также. Если вы хотите, чтобы шаблон внес в себе те же цифры по плану, то можете их не удалять. Я же оставлю его пустым. Теперь в любой свободной строке нажимаем на плюс, начинаем вводить BUT и выбираем функцию Template Button. Появляются настройки кнопки. В строке Button Name пишем расход по категориям. В следующей строке есть уже готовый шаблон to-do листа, но нам в качестве шаблона нужна наша таблица. Поэтому to-do лист удаляем, берем дублированную таблицу и перетягиваем ее в строку для шаблона.
Нажимаем Close и кнопка «Готово». Если вы захотите поменять настройки, то кликаете на колесико в конце строки шаблона и добавляете, меняете все, что вам угодно. Сейчас давайте посмотрим, как это будет работать. Перетягиваем кнопку в начало страницы во второй столбец напротив карточек. За ней притягиваем таблицу по категориям за январь. Представим, что январь закончился и нам нужна таблица для февраля. А эту мы хотим отправить в архив, чтобы потом сравнивать то, как мы придерживаемся плана по месяцам. Для начала создадим архив. В свободной строке нажимаем плюс, выбираем Page, страница. Задаем ей стандартные настройки и дополняем ее смайликом. Возвращаемся обратно, нажимаем на 6 точек рядом с названием таблицы, выбираем Move to, переместить в, и из выпавшего списка нажимаем на архив. Либо, если в списке страницы нет, то вводим ее название в поисковой строке. Готово. Идем в архив, видим, что таблица перенесена. И теперь давайте настроим удобное отображение в 3 столбца для 3 месяцев соответственно. Нажимаем плюс, начинаем вводить 3, выбираем 3 колонки и перетаскиваем таблицу в первую. В дальнейшем рядом будет февраль и март. Возвращаемся на главную страницу. Нажимаем на созданную кнопку и автоматически появляется аналогичная таблица. Даем ей 2 одинаковых названия – февраль, второе скрываем. Теперь идем по предыдущим действиям. Создаем колонку со свойством Relation, связываемся с расходом, перетягиваем ползунок, нажимаем «Добавить связь» и сразу скрываем ее. Далее нажимаем на Rollup колонку «Потрачено», Edit Property и идем ниже по списку. Relation – расход, Property – сумма, Calculate – sum. И последним шагом задаем лимит по тратам в колонке в планах. После спускаемся в таблицу расхода и в появившейся колонке связи для каждой записанной траты задаем категорию. Колонку связи с январем в дальнейшем мы скроем, как и колонку связи с февралем, когда он закончится. Но пока оставим их активными, они мне понадобятся для объяснений. С учетом по категориям за месяц мы разобрались, переходим к созданию статистики по категориям за год. Итак, создаем базу данных в табличном представлении. Даем 2 одинаковых названия. Статистика по месяцам, второе скрываем. Колонку текст удаляем. Текстовую колонку называем категории и заполняем ее ключевыми словами по расходам, которые можно скопировать с предыдущей таблицы. Затем создаем связь с учетом расхода. Добавляем колонку Relation, перетягиваем ползунок, нажимаем «Добавить связь». Эта связь будет отвечать за учет расходов января. Поэтому идем в таблицу учета и переименовываем связь в январь-1. Таким образом, у нас для каждого месяца будет 2 похожие связи, и чтобы не запутаться, мы даем им сопоставимые названия. Теперь в каждой ячейке устанавливаем категорию расхода. Возвращаемся в статистику, даем колонке связи название «Расход 1», то есть расход за первый месяц, и скрываем ее. Далее создаем Rollup колонку, называем ее «Январь» и проходимся по списку. Relation – расход 1, Property – сумма, Calculate – sum. Внизу таблицы также ставим sum. Готово, 1 месяц создан. Идем в таблицу учета расхода. Теперь, когда у нас закончится январь, мы скроем 2 связи – январь и январь-1. Если вдруг в феврале вы захотите добавить расход января, то чтобы постоянно не вытаскивать скрытые связи, мы можем добавить новую строку, внести расход, нажать на название расхода и на самой странице добавить связь. Переходим к февралю. Предыдущий месяц скрываем, но вы всегда можете снова к нему обратиться и даже в скрытых группах внести какие-то записи. Снова идем в статистику, создаем связь с учетом расхода. Называем ее расход 2, то есть расход второго месяца, и скрываем ее. Создаем Rollup колонку, называем ее февраль. И проходимся по списку. Relation – расход 2, Property – сумма, Calculate – sum. Внизу таблицы также ставим sum. Идем в таблицу учета расхода, называем появившуюся связь февраль-1 и снова заполняем категории. Как только февраль заканчивается, мы скрываем 2 связи – февраль и февраль-1. Таким образом мы поступаем с каждым месяцем. Вы можете создавать связь со статистикой непосредственно перед тем, как начинается месяц, или же сразу для всех, как это делаю сейчас я.
Ненужные связи в таблицу учета мы скрываем и делаем каждую активной в то время, когда ведем конкретный месяц. Итак, у нас получилась большая таблица с учетом расходов по всем месяцам. Так как мы к ней будем обращаться нерегулярно, то мы превратим ее в страницу, нажав на 6 точек рядом с названием и кликнув Turn into Page. Теперь заходим на страницу и дополняем ее смайликом. Готово. Возвращаемся назад и перетягиваем все созданные странички под таблицу учета по категориям. Прежде чем приступить к последнему шагу, давайте немного упростим таблицу учета расходов, создав для нее фильтры. Итак, нажимаем на фильтр, выбираем колонку «Общий доход и расход». Нажимаем «Доходы и расходы». Теперь при добавлении новой строки эта колонка будет автоматически заполняться, поэтому ее можно скрыть, что мы и делаем. Остальные 3 колонки связи я рекомендую заполнять ручками. Я делаю следующим образом. Передвигаюсь по строке с помощью кнопки Tab. Далее в колонках связи начинаю писать название месяца и категории, и когда появляется нужное мне слово, нажимаю Enter. Либо в случае с балансом или если идут одинаковые категории в столбец, то я сначала заполняю расход и сумму, а потом растягиваю нужное слово из связи по колонке. И давайте сделаем еще один фильтр. Нажимаем «Добавить фильтр» и выбираем «Дата». Таким образом мы можем просмотреть расходы по конкретной колонке. Ну а теперь переходим к созданию напоминалки. Итак, создаем базу данных в табличном представлении, даем 2 одинаковых названия – «Расходы в планах». Второе скрываем, колонку «Текст» удаляем. Текстовую колонку называем «Покупки». Создаем еще 3 дополнительные колонки. Со свойством Number называем «Сумма», в Number формат указываем свою валюту. Со свойством Date называем «Дата», в Date формат указываем желаемый формат отображения. И создаем колонку со свойством «Статус», так и называем «Статус». Спускаемся в настройки ниже. Кнопку Not Started называем «Не куплено», кнопку In Progress удаляем, кнопку Done называем «Куплено». Теперь расставляем колонки по смыслу и начинаем заполнять условными предстоящими покупками. Вносим данные во все строки, а в колонке «Статус» меняем один тег на «Куплено». В этой таблице дата может быть как точная, так и условная, так же, как и сумма в цифровой колонке, которая поможет нам ориентироваться по примерным тратам. Теперь сделаем новое представление таблицы в виде канбан-доски. Нажимаем на название таблицы, Duplicate, Layout, Board. Как видно, у нас сразу же произошла группировка покупок по статусу. Но не по тому, который мы создали, а по самостоятельно появившейся Select-колонке. Такое отображение тоже имеет место быть, однако оно немного увеличивает размер канбан-доски. Поэтому спускаемся ниже, нажимаем Group By, снова Group By и выбираем созданный нами статус. По желанию можно придать цвет группам, перетянув последний ползунок. Возвращаемся назад, нажимаем на Subgroup, то есть подгруппа, и выбираем Data. Ниже нажимаем Date By и выбираем Months, то есть будет дополнительная группировка по месяцу. И перетягиваем ползунок, тем самым скрывая пустые группы. Далее, для того, чтобы совершенная покупка автоматически исчезала из поля зрения, мы сделаем фильтрацию. Справа от таблицы нажимаем «Фильтр», выбираем «Статус» и ставим галочки напротив «Не куплено». Таким образом, когда запланированная покупка будет совершена, мы перетягиваем ее в группу «Куплено», и она автоматически исчезает. Если мы перейдем в табличное представление, то увидим, что покупка никуда не делась, но ее статус поменялся. Здесь мы дополнительно сделаем сортировку, чтобы все совершенные покупки были внизу списка. Справа от таблицы нажимаем «Sort» и выбираем «Статус». Как видно, совершенная покупка ушла вниз. Также будет происходить и со всеми остальными завершенными действиями. Самостоятельно появившуюся Select-колонку удаляем. Теперь создадим еще одну запланированную покупку, но с датой февраля. Переходим на канбан-доску и видим, как работает дополнительная группировка по месяцам. Чтобы добавить запись, не обязательно постоянно переходить в таблицу. Вы можете это делать прямо из канбан-доски. Статус автоматически будет подтягиваться, так как стоит группировка по нему. Дата будет указываться того дня, когда вы внесли запись. А вот если нужно будет внести сумму, то это можно будет сделать из таблицы.
Пробуйте настраивать удобное для себя отображение. Например, вы можете отразить на доске не только название покупки, но и остальные колонки. Итак, напоминалка готова. Давайте перетянем канбан-доску на первую позицию и сделаем кнопку с шаблоном. И если что-то пойдет не так, вы всегда можете снова добавить или отредактировать напоминалку под себя. Для начала сделаем дубликат нашей таблицы, нажав на 6 точек рядом с названием и кликнув Duplicate. Теперь в любой свободной строке нажимаем на плюс, начинаем вводить BUT и выбираем функцию Template Button. В строке Button Name пишем «Напоминалка». В следующей строке удаляем шаблон to-do листа, берем дублированную таблицу и перетягиваем ее в строку для шаблона. Здесь же отредактируем ее. Идем в табличное представление и удаляем все записи. Нажимаем Close и кнопка готова. Перетягиваем ее в третий столбец в самое начало страницы. Следом за ней устанавливаем готовую напоминалку. И планировщик бюджета полностью собран. Сейчас я хочу уже более кратко рассказать, как пользоваться шаблоном, если вы решили его скачать. Итак, карточка «Баланс-галерея». Не вносим никаких изменений. Карточка «Копилка». Нужно добавить свою цель по сумме. Нажимаем на карточку и в свойстве Number под названием «Цель» вносим свои числа. Далее устанавливаем свою заставку. Карточка «Общий доход и расход». Не вносим никаких изменений, только меняем под себя заставку. Кнопка «Расход по категориям». Нажимаем на колесико настройки кнопки и в таблице в колонке категории пишем свои типы расходов. Строки можно как добавлять, так и удалять. После нажимаете Close и кнопка настроена под вас. Далее нажимаете на плюс, добавляется таблица. Даем ей два названия текущего месяца, второе скрываем. Создаем связь с таблицей «Расход», потом скрываем связь, а в таблицу учета расхода делаем активной. Здесь же нажимаем на 3 точки и делаем активной колонку «Январь-1». Это связь со статистикой по месяцам. Возвращаемся в таблицу «Январь» и настраиваем роллап-колонку «Потрачено». Нажимаем на название, Edit Property, Relation, расход, Property, сумма, Calculate Sum. Далее заполняем колонку в планах теми суммами, больше которых вы не хотите потратиться в текущем месяце. Когда месяц закончен, нажимаем на 6 точек напротив названия таблицы. Move to Архив. Переходим в архив и устанавливаем месяц в колонку. Возвращаемся обратно, идем в таблицу «Расход» и скрываем две колонки связи «Январь» и «Январь-1». И повторяем те же действия со следующим месяцем. То есть с помощью кнопки добавляем шаблон, называем его «Февраль», устанавливаем связь с таблицей «Расход», делаем активной еще одну связь «Февраль-1», настраиваем роллап-колонку «Потрачено» и пишем сумму для трат в планах. В конце месяца переносим таблицу в архив, а две колонки связи в учете расхода скрываем. Далее. Расходы в планах, то есть напоминалка. Здесь можете сразу писать свои покупки в планах, а перейдя в табличное представление, задать конкретные даты и примерные суммы. Если вам важно видеть даты и суммы в напоминалке, то нажимаем на 3 точки, Properties и делаем активными те колонки, которые вам необходимы. Когда покупка совершена, просто перетягиваем ее в «Куплено». На канбан-доске она скрывается, а в табличном представлении опускается вниз списка. Идем дальше. Статистика по месяцам. Заходим на страницу и записываем свои категории расходов. Они должны совпадать с таблицей на главной странице. То есть, когда будете редактировать кнопку «Расход по категориям», то сразу скопируйте тип расходов в статистику. Страница «Баланс по месяцам». Табличное представление. Не вносим никаких изменений. А в галерейном отображении для каждого месяца устанавливаете свои заставки. Страница движения в копилке. Важный момент при заполнении. Если мы берем деньги из копилки, например, в феврале, но ее не пополняли в этом месяце, то обязательно указываем из копилки, какого месяца мы изъяли деньги. Легче запомнить, если проговаривать при заполнении. Мы берем деньги в феврале из копилки января.
Следующим шагом вы должны записать взятую сумму в доход февраля, но не добавлять связь с общим доходом и расходом. Это очень важные моменты, без них статистика будет нарушена. Страница «Архив». Как мы уже поняли, здесь будет храниться таблица с расходом по категориям. И заключительные базы данных с учетом дохода и расхода. Начнем с дохода. По сути, здесь будет три типа прибыли. Это ваш доход, это деньги, изъятые из копилки, и это переходящий остаток на случай, если у вас остались деньги в одном месяце и вы хотите перенести их в другой. Так вот, все, что ваш доход, записывается стандартно со всеми связями. А вот сумму из копилки и переходящего остатка мы вносим без связи с общим доходом и расходом, потому что это деньги, которые крутятся внутри учета и не являются прибылью. И таблица расход. Здесь мы не вносим никаких изменений, просто ведем учет и заполняем связи для текущего месяца. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, что еще можно добавить в планировщик, то пишите в комментариях. Ну и если видео оказалось полезным, то буду очень рада вашим отзывам, лайку и подписке. Спасибо за просмотр, всем пока!